Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс 404, посвященному активному образу жизни. Сегодня у нас небольшой велотур в сторону Фломарта, в сторону блошиного рынка за виниловыми пластинками или компакт-дисками, как повезет, что найду, может быть вообще ничего, посмотрим. План такой. Сейчас я быстро расскажу, чтобы не затягивать эту резину и не делать длинные эти вступления. Но если я уже это сказал, то получается уже будет все затянуто. Фломарты. С фломартами интересно. Есть две фирмы, которые их проводят. Хазе Маркетс. Вот он мне уже тут перевел. Не надо мне переводить. Они делают очень редко фломарты. Вот сегодня 14.09, дату я не говорю, потому что видео выйдет через месяц. В Бентвиче Роста Ханза Центр будет с 10 до 16. Вот они очень редко проводят фломарты. И мне прямо интересно, в чем разница. Либо вот есть вторая фирма, которая проводит фломарты. Это Фломаркт, он так и называется, не знаю. Фломакс. Вот они регулярно проводят везде, по всем городам, вот вы видите. Список городов, где они вот будут тут вот по всей Германии. 20 городов, 10 городов сегодня. Прямо интересно, в чем будет разница. Вот этого Хаземаркта и Фломакс. Сегодня у нас Хаземаркта. Значит, ехать мне туда километров 25 в одну сторону, если мне не изменяет память. Давайте скопируем адресок. Он не копируется. Ладно, Бентвич. Хотел как быстрее, но явно не получится. Значит, проложим маршрут. Цаки-цаки, 26,7 показывает, но если ездить по лесам и все такое. Я не знаю почему, скорее всего потому, что здесь уже прямую велодорожку сделали вдоль трассы Б105, и ее сделали уже, наверное, год, если не 2, год точно. И, видимо, здесь все еще старые данные, он мне показывает вот через лес, там реально густой большой лес. Он мне показывает, типа, через лес прикольнее будет. А я поеду вот вдоль этой 105-ки. Там, конечно, гул этих машин может, конечно, пасть. Но... И это получается 27,6 километров все равно. В общем, по идее, должен наездить на 55 километров. Но я думаю, это будет 50. Все, друзья, погнали. Какие кнопки я там нажимал? Господа и дамы, я наконец-то вышел из дома и направляюсь в сторону блошиного рынка. Ох, и долгими были сборы. Помой стиральную машинку, помой тут, помоги тут, убери здесь. Ман-ман-ман. Погода, как обычно, дурацкая, непонятно, как одеть, как что одевать, как одеваться. Одел я в футболке и в дождевике. Сейчас я буду весь мокрый насквозь, а если дождевик не взять, то я буду мокрый от дождя, потому что погода переменчивая, все вот так вот выглядит, все затянуто, то дождь, то солнце, то опять тучи. Погнали. Все, выехал. Сейчас поедем, снимем денежку, сниму полтинник с карты, но максимальный бюджет 30 евро, 25. Никаких вот этих больше растрат на пластинки. Так, что у меня в голове? Моя карта. Попробую без очков. Где-то полтинник. Так, не смотреть.
все еще без очков. Ха! Пластинки. Мы идем. Последнее видео, крайнее видео в моем YouTube канале. Сколько там? 18 просмотров за 4 дня. Прямо рекорд. Вообще пофигу. Вообще никак не парень. И даже мне так даже проще, честно говоря. Так хорошо. Вот эту гордыню усмирять. Отлично. И я такой думаю, блин, иногда таки, когда устанешь, такой, да ну хватит уже, наверное, вот этим детским садом заниматься, хватит понтоваться, хватит этим позерством заниматься, а потом отдохнешь и такой, блин, почему? Мне же нравится. И я такой, и как-то в совокупности оно тебя мотивирует, блин, поехать опять. И я думал, вот мне проведу эксперимент. Вот если у меня закрыть все YouTube каналы, ну не то чтобы закрыть, а ничего не выставлять, ничего не фотографировать, не снимать, никакие социальные сети не вести, я буду этим заниматься. Блин, буду. То есть я езжу часто и без камеры, и ничего не записываю. Вчера я проехал полтинник, ничего не снимаю. Мне просто нравится, мне даже нравится записывать, неважно от того, смотрят это или нет. Вот эта вся суета блогерская, мне просто нравится вся эта блогерская суета. Мне нравятся компакт-диски, мне нравится велосипед, геокэшинг, и это все вот так вот мешать, менять. Надоело то, занялся этим, между делом тренировки, рисование. Как это делать? Жизнь насыщенной, полной, интересной, вне зависимости. То есть ответ, если будет 0 просмотров, вообще просто абсолютный 0, или если я не буду вообще этим заниматься, записывать, все снимать, я все равно буду этим заниматься. Прикольно. Вчера поехали в Росток. У меня такая проблема вот годами, просто десятилетиями была подобрать под себя штаны. Потому что у меня какая-то нестандартная фигура, я понимаю, что вам это неинтересно и глубоко пофигу. Ну, дабы скрасить путешествие наше небольшое, поболтаю на камеру. Какие-то бедра большие, видимо, такая конституция, плюс еще тренировки дали о себе знать, когда я там делал там серьезно приседания, становую тягу. То есть получились для моего веса и роста бедра и срака непропорционально большие. И всегда, когда я пытаюсь купить себе джинсы, это слишком проблематично. Ты заходишь в магазин, они все в поясе сидят, на бедрах, на икрах не налазят. На икрах, на бедрах налазят, в поясе огромные. И мы такие последние джинсы мои, наверное, лет 6 назад. Блин, да больше уже, лет 8 назад. Там ходили по магазинам, прямо по джинсовым. Они все такие качали головой, охали, ахали. О, это будет непросто. В результате нам подбирали какие-то там на все деньги, то есть минимум за 100 евро джинсы. Хотя мне такие дорогие нафиг не надо. И с тех пор я всегда считал, думал, был уверен, что на меня джинсы набрать, это еще подобрать еще та проблема. Я вчера такой, так, все, мне надоело, мне скоро на концерт ехать, мне нужны джинсы, причем определенные, серые, как у настоящих металюк. Так, чат GPT, задействую чат GPT. Что ты нам расскажешь? Он такой, вот у меня такие параметры, я все замерил себя, скормил ему, он такой, ну это понятно, спортивное там телосложение, все, ясно. Вот, смотри, тебе, значит, надо ширина L36, длина там L34,
L36 даже могут маленькие быть. Бери L38, она кидала мне еще название ссылок. Все там такое около 100 евро за пару крутится цены. И я такой, блин, что-то 36. Поехали в ТК Макс, говорю, Ире, в Росток. Заодно в Starbucks зайдем, ты же там хотела какое-то осеннее латте попробовать попить. Поехали, короче, в ТК Максе я, конечно, перемерил 10 пар джинс. Ничего на меня не налазит, разумеется. Но понял для себя, что никакой, в принципе, это и была задача. Я хотел все-таки заказать онлайн, но сначала разобраться, какие у меня все-таки размеры хотя бы. Пристреляться. Никакой не 36, и уж тем более не 38, разумеется. 34, 32, 34, 33. Вот мои размеры. И такой, все, идем, попили кофе, померили, бежим. Потому что парковка, время парковки машины заканчиваются, а штрафуют. Ну, у нас 6-20 минут, Ира говорит, давай заскочим в Циунда. Ну ладно, заскакиваем в Циунда. Блин, и что мы видим в Циунда? Все джинсы практически на меня. Прикольный, ассортимент гигантский. Я померил, штук 20. 4 сразу взял, купил все штаны, джинсы. Цена там 30-40 евро. Блин, красота. Я такой, в чем была вообще проблема? Вот тут все джинсы, все на меня вообще. Сидят идеально. Выглядит модно, огородно. Короче, такая тема. Просто и вообще это не стоило даже бы упоминания, если бы это не было. Если бы для нас двоих это не было такой, типа, большущие проблемы. Мы такие годами. Да не, это надо серьезно сейчас ехать по всем магазинам, везде мерить, искать, блин. Это такое серьезное мероприятие. Тут просто за 20 минут мы скупили. А тех, что размеров не было, я в онлайн докуплю просто. Циунда. Шикарнейшее качество. Мега супер приемлемые цены. Альта Швейна. Я такой аж расстроился. Какого хрена я ходил 10 лет в одних и тех же джинсах, когда проблема вот так легко решалась. Вот такой вот смешной случай, друзья. Еду за пластинками, но сам такой размышляю. Вот, кстати, Флёкран Март тут в Рыбнице у нас тоже сегодня. Но он мелкий очень, там мне ничего интересного нет. И размышляю, по сути мне пластинки-то не нужны, потому что я в последнее время уже накупил пластинок, компакт-дисков, у меня там гора уже лежит. Я не могу все, ну как я их прослушал, ну надо внимательно, по много раз прослушать, чтобы вот сложилось впечатление, ощущение, прочувствовать. И я уже и в Spotify эти альбомы слушаю, и в машине слушаю, потому что я сейчас какого-то перепуга стал на машине на работу ездить прошлую неделю, потому что Deutsche Bahn меняет шпалы в нашем направлении. И 2 месяца они будут ездить с какими-то пересадками, с автобусами. Я что-то перепугался, да фиг надо, долго. Не буду успевать на работу, потом неделю проездил, полтинник евро точно выкинул на бензин за неделю. Такой, нафиг надо. Буду в робе ездить на работу, дома в душ ходить тогда, то есть не будет времени в душ ходить после работы. 2 месяца это будет длиться, потерплю. Ну, то есть в душ я буду ходить только дома. Но это лучше, чем тратить баблище кучу, хоть мы с Ральфом по очереди, плюс с этим Ральфом ездить, блин, вообще не хочется. И плюс еще в поездах прикольно, что ты там поспал, немецкий получил с чатом GPT, Акуна Матара. Короче, на машинах вообще не вариант, и с Ральфом тоже не вариант, потому что он, блин, нервирует и раздражает. Ну, в баню. Я к чему? Что пластинки мне не особо надо. Что я их слушаю, что я их не успел еще те послушать, что накупил. И что я слушаю в машине. И да. Слушаю в машине, блин, потерял нить с этим Ральфом, с этими поездами.
Что не особо мне сейчас не нужны пластинки. Но, блин, хочется, во-первых, прошвырнуться на велосипеде. Б, снять контент для YouTube канала. Хотя, это, повторюсь, это никому не надо, это чисто для себя. Вот такой вот у меня фетиш, такое вот хобби. Снимать на определенные темы видео. Вот никому не интересно, никому не надо, а мне интересно. И это меня мотивирует, это достаточно. Вчера я проехал полтинник. Здесь полтинник был против ветра. Я вымотался, устал, капец. Поэтому сегодня еду вообще не спеша. Чисто на изи-пизи. И хочу, куплю пластинку, то есть много денег тратить не буду, потому что нету такой прямо сейчас какой-то острой необходимости в новых пластинках, типа все старые переслушал, что-то бы новенькое, свеженькое, такой необходимости сейчас нету, просто нужна была цель для велопокатушки, потому что воскресенье, потому что хочется покататься, а без цели не люблю, неинтересно. В общем, это совокупность факторов. И контент нужен для канала, который никто не смотрит. И цель нужна для велопоездки. Ну и плюс, разумеется, эти пластинки никуда не пропадут. Я их буду слушать. Я их слушаю. Просто нету острой необходимости. Вот как-то так. Но все равно я сейчас еду прямо с удовольствием. Вот приносит удовольствие сам процесс, сама движуха. Прокатиться полтинничек, поискать пластиночки, потом дома с пивком их послушать, с гамбургерами, бургерами. Все это в совокупности как-то делает воскресенье более живым и интересным. Погнали, друзья! Кстати, забыл запасные аккумуляторы от GoPro, от экшн камеры, так что много болтать не буду, постараюсь, по крайней мере. Да и рассказывать нечего особо. Надо все, чтобы хватило этого аккумулятора на весь путь. И еще в конце отснять немножко, что я куплю, что я найду, куплю ли вообще, найду ли вообще. Вообще, если так разобраться, то есть два подхода к этому всему, к ведению YouTube канала, к блогерству. Как 90% всех блогеров и делают. Это ты тщательно планируешь свои веловылазки, велотуры, то есть это должно быть что-то сногсшибательное, что-то очень много километров или очень сложно. И ты очень тщательно изучаешь, как надо снимать, подснимать крупный план сбоку, музыка, что все подходило одно к другому. И продвижение, все это ты изучаешь, чтобы было не 18 просмотров, а чтобы от этого был выхлоп. Потом это все очень тщательно монтируешь, готовишься. Ну, ты готовишься к велотуру, если речь идет о велоблогерах. Потом ты тратишь кучу времени и ресурсов, и сил на вот эту всю обработку, подгонку, изучаешь, как это должно быть. Ну вот реально, там серьезные трудозатраты и время затраты на все это, чтобы была вот идеальная картинка, чтобы она цепляла от начала до конца. И ты снимаешь такие видео редко. Типа вот снял, там раз в месяц, раз в 2 недели, раз в месяц. И потом там весь этот месяц это все монтируешь. И некоторые вообще только снимают в сезон. Они там выезжают там и через всю Россию. Вот он едет там 12 тысяч километров. И прямо все это снимает. А потом все остальное время сидит дома, жиреет и живет на те деньги, которые он заработал с этого тура. Либо второй вариант мой, когда, ну вот первый вариант вообще не мое, я вообще не хочу тратить на все это изучение, на всю эту обработку,
на всю подгонку, на все вот это вот заморочку, чтобы было интересно зрителю, чтобы цепляло, чтобы держало от начала до конца видео. Не хочу тратить на это время. Вот принципиально. Я хочу, чтобы было как есть, и либо зрителю нравится как есть, либо он уходит. Соответственно, ну, можно сделать выводы, что это никому не нравится, все ушли, YouTube задвинул тебя на какие-то там задворки, с этим все понятно. Ну и фиг с ним, потому что это мой путь, это мой второй вот вариант, который я хотел сказать. Минимальное трудо и время затраты, но я катаюсь регулярно, то есть как они, вот создается такое впечатление, что они просто выезжают раз в месяц, отснимают, на этом зарабатывают, тратят на это время, ну каждому свое, я не против. И все. А я типа, блин, я топлю за то, чтобы вот регулярно был экшен, как минимум каждые выходные. В идеале чаще, конечно, но так как я работаю полный трудовой часовой день рабочий, то просто не остается физически время, чтобы каждый день. То есть я топлю за то, чтобы часто не вот это вот от видео к видео, типа раз в неделю совершил подвиг, и потом на этот подвиг живешь, пожинаешь плоды. Я не за создание видимости, а создание самой жизни. Не мишуру вот эту вот я затоплю, чтобы не бросать пыль в глаза, типа вот я велосипедист, вот я спортсмен, не знаю, кто еще-то. А таковым быть. Потому что все блогеры вот успешные, они по сути, блин, наверное, все не надо так обобщать, все обобщения, это неправильно. Но у меня складывается впечатление, что они блогеры, а не велосипедисты, что они топят, они тратят больше времени на создание картинки, чем вот это вот проживание и ощущение на самом деле в жизни. Потому что я знаю, как это устроено. Если ты будешь подснимать, заморачиваться, останавливаться, чтобы каждый раз что-то подснять, это уже не про велотур, это уже про блогерство больше. Так, я надеюсь, ты же не будешь правую дверь открывать и меня сбивать. Здесь, блядь, стало прямо на дороге. Вот такой вот я злой и мерзкий старикашка. Вот такие мысли, друзья. Нарекался уже много раз не болтать на эту тему, не жаловаться, не скулить, что нету просмотров. И все равно так или иначе жизнь подводит обратно меня к этой теме, потому что ну тогда получается законный вопрос, резонный. Зачем ты это снимаешь? Вообще не снимай, катайся себе в свое удовольствие. Ну вот как-то вот, не знаю, нравится и снимать, типа делиться. Все равно где-то на подсознании, на корке там такая мысль, что с кем-то поделиться. Хочется какого-то внимания, признания, обычная история. И даже там никто не лайкнул, никто не досмотрел до конца. Но типа я внес свой вклад, я выставил, и кто-то даже эти 18 просмотрели, пусть не до конца, а первые 10 секунд. Но черт побери, я это сделал все равно. Как бы неуспешно, криво, коряво, никому не надо. Но я это сделал, эти 18 посмотрели, и я этого хотел, я этого хочу. Я хочу с кем-то поделиться купленным, эйфория от велопоездки, эйфория от купленных пластинок, от подтягивания, от всего хочется поделиться. И поэтому я каждый раз все равно возвращаюсь к этой теме. Просто хочется возвращаться уже не с позиции жертвы какой-то, типа и нытика, что вот, никто не смотрит, вот, я обиделся на вас всех, больше не буду выставлять, буду, потому что не обижаюсь, потому что понимаю, потому что я не вкладываю в это должное усилия, ресурсы, не включаю голову, то есть я смешал все, намешал в кучу, велосипед, компакт-диски, и поэтому
YouTube вообще не понимает, кому меня показывать, и, соответственно, вообще никому не показывает, потому что это тупиковый вообще ход, я прекрасно это понимаю, намешать все в кучу. Рисование, стритлифтинг, подтягивание, компакт-диски, велосипед, вот это все смешать, и в результате те, кто любит велосипед, они, блин, какие компакт-диски, нахрен они здесь нужны, это нудятина. Соответственно, те, кто виниловые пластинки, нахрен мне этот велосипед, они говорят, и не смотрят. А мне нравится вот именно вот так вот, вот в таком вот режиме. Я вот это все смешал и кайфую, и мне нравится. Я не хочу ничего менять, хотя головой я прекрасно понимаю, что я сам свой канал и запорол. Но вот так вот, друзья, такие вот мысли. В этой пробке я простоял каждый день. Едя с работы, вот чувак какой-то решил даже выйти, погулять. И по скорости получалось на 20 минут всего раньше, чем дома, чем поезд приезжал. Вообще по этой дороге она запружена, потому что туристический край, каждый раз воскресенье туристы все разъезжаются по домам. Все вот заграничные номера, все не местные, они прямо разворачиваются, наверняка что еще и случилось. Но это катастрофа, это B105, B105 дорога. Я только по ней я могу ехать на работу, поэтому прям терпеть не могу на машине ездить, на поезде, мне и лучше даже чуть и дольше, пофиг. Вон они там меняют шпалы на путях. И вот из-за них 2 месяца я должен мучиться либо ездить на машине, либо на поезде с пересадками, на автобусе, и потом лететь на работу. Этот поезд приезжает за 8 минут. Ну, автобус уже приходит, потому что там надо половину пути на поезд, половину на автобус. За 8 минут до начала рабочего дня, а мне еще до предприятия надо минут 5 на велосипеде, и там до своего цеха еще минут 5. Это при условии, если поезд придет вовремя, или автобус, точнее, когда он вообще вовремя приходил. В общем, на следующей неделе еще сразу отрежу, а потом хочу попробовать все-таки, буду я успевать на работу таким маршрутом или нет. Толь, куда ты падаешь, дружок, а? Что ты 3 минуты не можешь подождать? Блин, это жестко, я весь вообще мокрый насквозь в этой куртке. Я не знаю, у меня спина под курткой, видно, нет? Весь мокрый насквозь под курткой и под рюкзаком еще сверху на куртку. Мне надо какая-то ветровка, еще и которая дышит. Я все не могу, блин, с вещами, с веловещами разобраться. Уже столько всего накупил, и один хрен мне. Либо холодно, либо жарко. Вот сейчас надо ехать в футболке. Будет холодно. Фердам, мокрый насквозь. Поеду в футболке. Приеду, буду искать опять новую куртку. Тоненькую ветровку. И чтобы она еще дышала. Задачка нетривиальная. Прикол в том, что я выезжаю в велотуры просто в тех вещах, в тех футболках, в которых я хожу дома. А в дома я хожу в футболках, которые порваны подмышками, которые уже выгорели, высверли, высерли. Ну, типа дома сойдет. Я вот, а такой, все равно сейчас потеть. И как раз я в этой футболке сейчас прокачусь, и я уже 2 дня дома ношу, и как раз в стирку ее брошу. Зачем мне новую футболку сейчас портить и потеть? Я сейчас прокачусь и ее стирать, а так я домашнюю как раз сразу брошу в стирку. И такой выезжаешь, куртку, а куртку, я все равно в куртке, а куртку снимаешь, а все подмышки порваны, вся она выцвела, выгорела эта футболка. И я так делаю систематически. Стыд и позор какой-то. Альте Шведы. Просто километровая пробка, уже несколько километров. Офигеть.
Будет смешно, если это из-за этого передвижного светофора, который оставили на выходные работяги. Они там, ну тут так принято, они перегораживают дорогу, работают, ну какие-то дорожные работы или околодорожные, ставят светофор передвижной, а на выходные сматываются, там вообще ничего нет, ничего не происходит. Они где-то, может, возле дороги что-то делали, но это остается, эти светофоры стоят все выходные, а так как туристический район, вот такие пробки создаются потом. Посмотрим, что там в начале. Мои два автобуса, которые ездят здесь по этому маршруту вместо поезда, и они точно так же стоят в пробке, так что хрен вовремя успеешь на работу. Вон впереди еще один красный, оттуда же такой же. Вот этот передвижной светофор, он тоже является причиной вот этих вот пробок. Вон они там бросили экскаватор какой-то, хотя могли бы убрать. Поставили светофор, то есть на дороге самой ничего, никаких работ не ведется возле дороги. Они могли его бы на выходные свободно убрать. Не, они бросают вот так все и уходят. Ну вот я вам скажу, этот светофор и является походу причиной многокилометровых пробок. Что в одну сторону, что в другую. Вот так вот. Теперь мы наблюдаем пробку в другую сторону, к светофору. То есть, как только светофор включается, образуется многокилометровая пробка в ту или иную сторону. Охренеть просто. Вот там наболтал с 3 короба по поводу YouTube канала в очередной раз. Но если вот это все резюмировать и под общий знаменатель подвести, то это можно сказать коротко. Я просто не хочу ни под кого, ни под что подстраиваться. Я хочу делать так, как мне нравится, и то, что мне нравится. Я не хочу жертвовать свободным временем, своими ресурсами какими-либо ради каких-то там просмотров, может быть даже заработков. Я хочу делать так, как я хочу. И точка. Приехали, друзья. Погонялся с электровелосипедом. Веселый на хвосте. Какой-то чувак меня обогнал на электровелосипеде. Я повис у него на хвосте. Пару километров так проехал. Потом мне стало скучно. И я его обогнал. Посмотрим, чем отличается Хаземарт от Фломакс. Мне кажется, в Хаземарт он больше. О, вот это серьезно. Так, красный. Скорее всего, ничем не отличается. За рулем. Спешиваемся. Сейчас бы мне не помешал платок. Иду по центральной улице. Народу много. Все бесят. Какая-то водка интересная. Раньше со сладостями. Килограмм 6 евро. Не так уж и дорого. Людей многовато. Вот эти пакеты, сюрпризы. 1,10, 3 на 25. Какой-то чувак какую-то балку поднимал только что.
Димон, ее был рад видеть. Красавица. Иногда камера очень сильно привлекает внимание. Иногда вообще на нее никто внимания не обращает. Нифига себе, какой-то приемник купил. Нахрена он ей нужен? Центральный. Была 2 коробки пластинок, цены какие-то ломовые. Иду дальше. Там люди на русском общаются, продавцы и покупатели. Короче, как обычно у меня была выключена камера. Вот смотрите, по 5 евро минут. Пожалуйста, сколько хочешь. Рапсовый. Купить, что ли? Мне уже дома этого меда. Фаркомен прогноз 5 евро. Прикольно. Но я не за этим здесь. Дома меда полно. Короче, блин, как обычно была у меня камера выключена. И наткнулся я на чувака, он там продавал видеоигры всякие. Немножко у него было компакт-дисков. И выторговал я у него, значит, вообще какая-то металлика, просто какая-то сногсшибательная. Digital, как это правильно называется? В общем, такая бумажная упаковка, там 3 компакт-диска, ремастеринг. В общем, оформление бомбезное, я такого еще вообще не видел. Он хотел за эту металлику 15 евро. Плюс Totenhausen, это такая панк-группа немецкая, старая. Такой тоже какой-то edition выпуск, там в коробочке, я не знаю даже сколько дисков, я так даже ее не открыл. Выглядит... 2 диска, что я гоню, там же было видно. 2 диска, он хотел за них 3 евро, и за 2 евро Мартерия. Это рэпер немецкий, тоже мне нравится. Мне иногда странные вещи нравятся, типа Кроу и Мартерия. В общем, я сторговал все это за 16 евро. Хотел за 15, но ни в какую. За 16 евро, учитывая то, что он за одну металлику хотел 15. Довольно-таки неплохо, я прямо доволен. Больше я ничего здесь пока не вижу. Дождь начинается. Сейчас еще пойду я вон в те ряды. Ну, короче, я доволен. По дороге покажу, что именно я купил. Повторюсь, камера была выключена, потому что всегда спонтанно находишь на такие какие-то сокровища. И камера в это время выключена. Так, начинается дождь. И я решил утеплиться, одеть куртку и заодно показать вам, что я купил. Правда, тут еще набежало людей. Вот, смотрите, еще даже ценники наклеены. Металлика. Это что? Это все за 15 евро. Крутяк. Я вам скажу, что больше-то ничего и нету. И вообще мне в последнее время больше нравится на Фломарте компакт-диски покупать, чем виниловые пластинки. Потому что вот такие вот виниловые пластинки, вот в таком оформлении особенном, в таком состоянии, они больше стоили просто состояние. Состояние. То есть стоит это, блин, на евро 60-70. А компакт-диски, а это шведы, еще будет еще и лучше звучание, и все это тебе обойдется в 15 евро. Прикольные були, транспортер. И там еще есть что-то скелет сидит на соседнем сиденье, прикольно разукрашен. Все, друзья, это последний ряд. Я должен отметить, что Хазе Мартон поменьше, чем Фломакс.
По крайней мере, нету привычных продавцов винила. Это вон опять 2 банки меда за 10 евро. По крайней мере, оно даже и к лучшему. Больше денег сохраним. В идеале, вот, конечно, я был бы вообще мега хэппи, если бы он мне это все продал за 15 евро. Вот это была бы тема. Все, выехал я с фломарта, можно перестать шептаться, потому что я всегда, когда на фломартах снимаю, я что-то там шепчу, и потом на видео сам смотрю и думаю, вау, кто это будет вообще смотреть? Ну, а как-то же надо комментировать, а вот вообще немцы вообще все люди не любят, когда их без спроса снимают. А немцы уже вообще параноики в этом плане. И тут я буду с камерой ходить и всех снимать, и еще по-русски болтать. Поэтому я стараюсь сделать это незаметно, типа снимать и болтать. Получается шляпа, конечно, ну как есть. Сейчас проеду подальше, поснимаю подробно свою добычу. Я прямо доволен. И немного денег оставил. И прямо такой эксклюзивчик оторвал. Вообще бомба. Капец, у меня аппетит разыгрался на фломарте. Прямо все так пахнет, там так все вкусно. Такие запахи, так мне голодно стало. Но я принципиально на еду не трачу деньги в своих велотурах, потому что если я еще буду и на пластинке, и на хавчик, то я разорюсь. Приходится чем-то жертвовать. Быстрее домой. Есть хочу. Вот думаю, у меня есть с собой сникерс. Псевдо-сникерс. Есть его или потерпеть до дома. Размышляю. Сейчас Ира пойдет на ногти. 2 часа. Ногти свои красить это на пару часов. Пока они там посплетничают. Все и всех обсудят. Ну, блин, надо должное, Ира не такая, но у этих парикмахеров без этого никак. Это часть их работы. И, в общем, это затягивается там на часы. Я сейчас думаю, ну, хана, соседи, вам. Вешайтесь. Сейчас я буду свою добычу слушать на всю громкость. Без помех. Никто мне не будет мешать. Сделай тише! Выключи это говно! Я иду, соседи! Точнее, еду. Место моих обзоров, моих покупок. Тут дальше. Вот здесь я по дороге останавливаюсь, потому что здесь такая лесопосадочка отгораживает от дороги. Не совсем удобно, потому что здесь еще велосипедисты гоняют. Но сегодня их немного, так что можно устраивать видеообзор. Вот напротив я ставлю камеру на эти периоды, а там с той стороны велосипед. Итак, моя добыча. Проедет, я похвастаюсь. Вот. Когда записываю
записывал, ничего не записал. Давайте еще раз, друзья, смотрите, что я прикупил на блошином рынке сегодня. Металлика, Мартерия и Ди Тоттенхозен. Вот это все за 16 евро. Давайте чуть подробнее. Смотрите. Надеюсь, сейчас все пишет. Начнем с самого жирного, с металлики. Ну, это просто эксклюзивное издание. Посмотрите, что здесь происходит. Это просто... У меня нет слов. Посмотрите. Вот это все я оторвал за 16 евро. Тут еще буклеты, книжки, понятно. У меня сейчас просто нету рук это вам все показать. Сейчас дома все показать. Блин, я не понимаю, что происходит. Еще 27% заряд аккумулятора, и она отключается, эту камеру гребаную. Вон люди едут. Значит, показываю, что я купил. Еще раз. Шикарное издание, я уже в 3-й раз это повторяю. Шикарное издание, смотрите, эксклюзивное издание. Так, ну все, тогда я дома запишу, потому что камера отключается, я не знаю почему. Хотел снять что-то, подснять, и она, сука, отключается. Собака. Включается, к сожалению, на природе не получится все показать, сделать видеоотчет небольшой, я сейчас дома все это запишу. Вот так вот это все выглядит. Хотел вот на фоне велосипеда, чтобы потом на превьюшку нарезать. Добрался я до дома, получилось 55 километров велотур. К сожалению, Strava ничего не записала. А мой второе приложение запасное, которое я тоже включаю, Relife, слава богу, записала все. 55 километров получилось пути. Я, благо, научился в Страве добавлять свои треки вручную, потому что когда вот это все пропадает, потому что, как говорится, что в Страве не записано, то не считается, того не было. В общем, я думал расстраиваться, а потом добавил вручную, конечно, не то, но хотя бы полная статистика не теряется. Сейчас я пару слов за купленные компакт-диски. Под пивко расскажу. Вот эти компакт-диски, друзья. Еще раз, Мартерия, Металлика, я просто не могу нарадоваться. Это просто какое-то эксклюзивное издание. Это просто какая-то бомба. Бомбино, бомбезная. Давайте достанем буклет. Вот так это все выглядит. Ман. Я не знаю, это черный альбом в разных вариациях или что это происходит. Сейчас будем слушать, выяснять. Посмотрите, что это такое. Ничего себе. Альтшведа. Ну, вот эти чуваки, конечно, прожили яркую жизнь. 91 год. Офигеть, вон на стадион как выглядит после концерта. Это бомба. Бомба-ракета. Давайте за это. Так, еще раз. Что тут у нас? Я чат GPT попросил рассказать немножко про это все. Металлика, альбом Металлика, The Black Album Remastered Edition. 3 CD. Это знаменитый Black Album группы Металлики, вышедшей в 91 году. Именно с ним группа окончательно стала мегазвездой. Тут, короче, все и Enter Sandman, и The Unforgiver, Unforgiven. Ну, короче, по-английски не умею читать. Настоящая классика хэви-металла. На фото видно ремастированное переиздание в формате 3 CD. CD номер 1 – оригинальный альбом, но в улучшенном звуке. Фига себе. CD номер 2 – Road Alternate Mixes. Разные варианты песен, ранние версии, рабочие миксы. Отличная возможность услышать, как рождались легендарные треки. И CD3 Live on Demo Recordings. Редкие концертные исполнения и демки. Это подарок фанатам, ведь можно почувствовать атмосферу тех лет. Круто.
Этот бокс не просто альбом, а маленький архив эпохи, когда Металлика меняла рок-сцену. Так, Мартерия. Вот он. Альбом 2014 года. Тут просто вкладочка с его туром. Он, кстати, Росток. 2014 год. Прикольно. Так, книжечка есть какая-то? Да. Так. Мартерия тоже, некоторые треки есть, там прямо мне очень нравится. Он, кстати, сам из Ростока. Ну вот здесь вот Росток у нас, где я работаю, и у нас вся жизнь проходит, он родом оттуда. Он частенько там бывает. Круто, послушаем. Прямо интересант. Так, давайте пару слов за Мартерию. Теперь на обложке мальчик с игрушечным пистолетом, хотя я бы назвал это рогаткой, символизирующей юность, дерзость и в то же время иронию. Мартерия – немецкий рэпер из Ростока. В этом альбоме соединяет социальную критику, личные истории и фирменный саунд с электронными битами и мелодичными припевами. Хиты Kids, Oh My God, My Росток. Ну, вот это, кстати, самые классные его хиты. Альбом стал платиновым и закрепил за Мартеном статус Мартерия вообще-то. Статус одного из главных голосов немецкого хип-хопа. Так, теперь Die Totenhosen, Ballast der Republik, 2012 год. Не такое уж и старье, я вам скажу. Легендарная немецкая панк-рок группа из Дюссельдорфа отметила этот альбом. А записывается, да. Этим альбомом свое 30-летие. Само название «Балласт Республики» отсылает к размышлениям о прошлом Германии, о ее проблемах и наследии. Тут есть как боевые гимны, так и более личные песни. Так, «Тага Ведиза» стал огромным хитом, чуть ли не гимном немецких праздников и футбольных фанатов. «Альтес Фибер» о ностальгии и дружбе. Блин, знаю все эти песни. «Балласт der Republik». Не знаю, заглавная песня с явным социальным подтекстом. Альбом выходил в нескольких версиях, включая подарочный бокс, а у тебя, судя по фото, стандартный, но стильный дигипак с коллажной обложкой. Ну, не знаю, это выглядит на подарочную версию. В итоге у тебя в руках 3 символа разных музыкальных миров. Металлика, мировая рок-икона, сделавшая металл массовым. Мартерия, свежий голос немецкой сцены, балансирующий между уличным рэпом и хитовым попом. Die Totenhosen, старейшие панк-герои Германии, которые стали голосом нескольких поколений. Вот такой вот, друзья, улов сегодня. Я прямо счастлив, прямо рад. Сейчас начну слушать с улучшенной версии CD1 альбома Металлика, который так и называется Металлика. Типа улучшенный звук здесь. Погнали. О, это будет круто. О, да.